Друзья, всем привет! Сегодня в видео мы совместим приятное с полезным, и плюс я расскажу об одной моей ошибке, которую ни в коем случае повторять вам нельзя, потому что проблем не оберетесь выше крыши. Но прежде чем перейти к теме видео, хочу показать вот эту орхидейку, которая сегодня, собственно, и образцом проведения некоторых процедур и послужит нам. Это, друзья, одна из орхидей, которую мы разыграем 25 марта в 10 часов по Москве в прямом эфире у нас на канале. Ссылку на видео про это событие я оставлю в верхнем правом углу. Проходите, смотрите, слушайте, читайте условия и, в общем, опыляйтесь информацией. Ну, а сегодня, друзья, я хочу рассказать о том, что больше всего волнует в настоящий момент архаманов-новичков, которые мне очень много присылают в сообщениях, получив в подарок новую орхидею, что делать, чем обработать, как орхидею, первое, попоить, как орхидею сделать профилактику от насекомых-вредителей, как, не доставая орхидею, избавиться от грибных комариков, от различных насекомых-вредителей, которые находятся здесь в горшке и так далее и тому подобное. И вот, друзья, сегодня мы как раз-таки совместим и приятное, и полезное. Приятное мы первый раз попоим вот эту орхидею, я покажу, и заодно мы сделаем профилактику от грибково-бактериальных вирусных заболеваний, раз, и второе, от всех тех нехороших насекомых и вредителей, и невредителей, но эти невредители своей жизнедеятельностью тоже наносят урон орхидеи. И вот чем обработать, профилактику сделать, не доставая орхидею из горшка, не обрызгивая, значит, саму орхидею, если, например, снаружи никаких видимых признаков наличия каких-то прям злостных насекомых-вредителей нет, таких как трипсы, таких как мучнистый червец. А вот подозрение на то, что в горшке могут присутствовать различные грибные комарики, подуры, многохвостки, панцирные клещи и так далее и тому подобное, что своим присутствием тоже влияет на благополучие нашей орхидеи. Вот сегодня я вам покажу, как бюджетненько, просто, вот прям совсем просто начать избавляться от них, потому что, ну, за один раз, если там они присутствуют и их там много, за один раз, конечно, не получится, но за 2-3 приема, причем, ну, знаете, необходимых прием при поливе, потому что все равно мы поливаем орхидею и поливать ее надо, поэтому, добавляя это средство в поливную воду, мы потихонечку просто избавимся. И это средство абсолютно безвредно и для обитателей вашего жилья, это и людей, это и для животных, это и для птиц. То есть она, ну, не вредит и не вредит, собственно говоря, и самим растениям. Но прежде чем перейдем, я хочу вам показать. Буквально несколько дней назад, вот сюда вот вставлю, мне в личные сообщения прислала подписчица, зрительница нашего канала, вот такую вот фотографию с вопросом: здравствуйте, помогите распознать, пожалуйста, что это такое. Мелкие черные точки бегают по стакану внутри, на фото сидят на корне. Я вот вам сейчас фото покажу, увеличу, вот прям в середине, видите, вот такие как бисеринки блестящие, такого, знаете, темно-чайного цвета, они коричневого, темно-коричневого, отблескивают такие вот бусинки. Я написал, что это похоже на панцирного клеща. Ну, скорее всего, это и есть панцирный клещ.
На что Яна пишет, что причем с этого старого корня проклюнулся новый, так они облепили и его. И задает вопрос, можно ли от них избавиться. Читала, что они бесконечные и размножаются очень быстро. Но на самом деле от этих непрошенных гостей, точнее прошенных, их просят другие насекомые, которые находятся внутри горшка. И я, честно говоря, наверное, еще 2 года назад был абсолютно уверен, что панцирный клещ является исключительно хищником и охотится только за теми насекомыми, которые находятся внутри горшка и питаются разлагающейся органикой. Это могут быть и многохвостки, и подуры, это могут быть и личинки грибного комарика. И вот панцирный клещ, как хищник, он не вредит самой орхидее, а питается вот этими вот насекомыми, а сам может вредить орхидее, только перемещаясь по самой орхидее, и на лапках своих переносит различные бактерии и вирусы. Эти лапки попадают, эти вирусы, бактерии с лапок попадают в устьицы, да, в поры на поверхности листьев, и начинается происходить заражение у орхидей. Поэтому и архаманы раньше, да и сейчас стараются избавиться от этого панцирного клеща. И вот, друзья, года 2 только назад я узнал, что знаете, удивлен, что среди панцирных клещей оказывается огромное количество разных видов. Как есть и хищники, так есть и сокососущие клещи, панцирные клещи сокососущие, которые также могут обгладывать, ну, по всей видимости, корешки. И по фотографии это хорошо видно, как они сидят, роятся на корешке и пытаются что-то там высосать, какие-то соки из этого растения. И вот сегодня, друзья, я хочу показать простой обычный способ, которым при поливе можно начать избавляться от этих насекомых очень легко и просто. Это, друзья, простое такое средство. Вот сегодня я покажу орхидея. Вот такая. Ну, она еще бы парочку дней постояла до полива, но мне нужен был, скажем, такой опытный образец, на котором бы я показал вам, как я поливаю магазинную орхидею. С применением в том числе вот этого средства, при помощи которого и делаю такую небольшую профилактику от гниения. Конечно, я не всегда применяю это, но вот я не могу не показать его. Я его раньше применял таким образом. И оно очень-очень такое, знаете, эффективное. И вот если у вас в горшках замечены какие-либо насекомые, неважно на самом деле, это панцирный клещ, это все вышеперечисленные насекомые, подуры, многохвостки и так далее и тому подобное, и вам на самом деле еще не хочется или не подошло время менять грунт, потому что все эти насекомые, они, как правило, присутствуют, когда происходят какие-то процессы разложения, гниения, то есть органики. Это может быть мох разлагаться, это может быть кора разлагаться, это могут быть гнилые корни, которые отслужили свой век, потому что корни живут от 2-3 месяцев до 3 лет. Один корень, да, ну даже, кстати, есть некоторые и по 5-6 могут жить лет, но все равно период жизни корня подходит когда-то к концу, он засыхает, отмирает, и во влажной среде он начинает разлагаться, гнить, что привлекает различного рода насекомых, которые напрямую не питаются орхидеей, а вот разлагающейся органикой питаются. Но этими насекомыми тоже в том числе питаются и другие насекомые, как вот некоторые разновидности панцирного клеща, о которых я сказал. И
иногда можно использовать при поливе, вот купили новую орхидею, это сейчас видео, и прям такой, знаете, совет для новичков, тех, кто получил в подарок орхидею в связи с начавшимися весенними праздниками. И вот нужно и полить, и заодно можно избавиться. И это, друзья, можно применить вот такое вот дегтярное, друзья, мыло. Буквально вот на литр там воды можно налить всего-навсего, вот так взболтать, всего-навсего, ну, там буквально вот один колпачок. Вот так вот, на 1 литр достаточно одного колпачка. Он, видите, сразу мутнеет, это мыло. Там присутствует особо сильного аромата, запаха, вот этого дегтярного запаха нету. Такого нету, но его достаточно для того, чтобы начать прогонять из горшка всех присутствующих насекомых. Потому что все насекомые не любят, не переносят вот этот деготь. Они стараются покинуть место обитания, где присутствует деготь. Ну, плюс еще сам по себе деготь, он немножко является таким, ну, как подавляет развитие бактерий, грибков. Поэтому он еще и как, знаете, как своеобразное лечебное средство. И вот поверху потихонечку вот так вот проливаю, поверху, по сухим вот этим корням, по поверхности, вот так вот, чтобы вот эта вода, это, еще раз замечу, первый полив орхидеи, вот принесли, да, поливаю поверху, она стекает, эта вода, и буквально вот, чтобы на 1-2 пальца эта вода набралась снизу. Есть небольшой запах этого дегтя, но поверьте мне, после того, как вы вот орхидею сейчас залили, вот так вот, видите, низ только. Низ. И пускай она у вас стоит минут 30, ну можно час, в зависимости от того, какой грунт и в каком состоянии корни. Вот. Если грунт такой крупный, более воздушный, то можно, чтобы час постояло. Если грунт плотный, прям такой, знаете, хорошо передает воду по капиллярной вот этой вот системе, то достаточно там 20-30 минут. Корни напитаются, и все, орхидею можно достать и поставить, воду слить и поставить в сухой кашпо до следующего полива. Все, можно не каждый раз не каждый полив, а через полив добавлять вот это вот дегтярное мыло. Оно стоит, друзья, на самом деле не так дорого. Буквально вот такой вот флакончик, ну, по крайней мере, у нас в Волгограде, там около 100 рублей. Когда-то бывают скидки, стоит 60 рублей. Когда-то цену задирают в 2 раза по 120 рублей. Ну, в общем, можно это средство купить, ну, не за бешеные деньги. То есть средство доступное и продается, по-моему, во всех интернет-магазинах, связанных с садом, огородом и цветами. То есть я и на Вальдберрисе видел, на Озоне видел. И много у кого в группах, у девочек, кто торгует орхидеями и соответствующей сопуткой по уходу за орхидеей. Можно это дегтярное мыло найти. Все. Но, друзья, помните, некоторое время назад я, делая обзор в одном из, вот как раз будет видео идти, она будет поливаться. Делая обзор полезности и орхидей в магазине, наткнулся на вот такое вот средство деготь березовый для орхидей. И так обрадовался, что теперь не надо мне покупать растворенный, вот такой вот растворенный деготь, а можно вот пользоваться таким вот концентратом, применять его. Ну и что вы думаете, друзья, не повторяйте моих ошибок. Вот несколько дней назад у меня был полив, день полива, я слил
следовал все инструкциям, как положено, смешивал вот этот деготь с хозяйственным мылом. Но, друзья, ошибка в чем? Ошибка в том, что, наверное, все-таки этот деготь, да не наверное, а этот деготь, друзья, конечно, он может быть эффективным, но применять его следует, наверное, только дачникам, садоводам и огородникам. В домашних, вот в таких чистых, таких, знаете, интеллигентных условиях архаманов этот деготь, он, не знаю, как действительно ложка дегтя в бочку меда. Почему? Объясняю. Вы сейчас сами все поймете. Я вам покажу, потому что я уже закокунил при поливе посуду поливную. Я вот уже еле-еле отмыл вот этот вот стакан мерный. И сейчас на примере его покажу вам. Берем деготь вот этот вот. По инструкции там берем сколько надо, допустим. Но я сейчас просто вот сюда вот чуть-чуть капну. И вы видите, он как, друзья, смотрите, он как нефть, что ли. Вот. Запах, тот еще прям сильный, резкий, мощный запах. Но на поверхности он вот такой вот, видите, как масло. И, значит, его надо мешать сильно-сильно-сильно. Я как только не мешал, и добавляя хозяйственное мыло, все равно вот вся посуда, она вот такая вот. Я и поливное ведро испортил. Не, оно отмывается. То есть все это дело отмывается, но зачем вот такие вот жертвы, когда можно просто готовый вот такой раствор купить, пусть он там чуть если в сравнении чуть подороже вот этого, потому что вот этот, по-моему, нет, не дороже, вот этот я купил рублей, наверное, за 200, но здесь чистый деготь, 100 мл, то есть я рассчитывал, что этот концентрата мне хватит выше крыши. Ну, друзья, он вот такой вот, то есть все. На палочке мне пришлось брать салфетки, с салфетками пропитывать вот эту пленку маслянистую. Вот, хотя запах, конечно, такой, знаете, резкий, насыщенный, сильный. Улетят, наверное, не только все насекомые, но и мы вместе с насекомыми и наши орхидеи. В общем, друзья, не повторяйте вот эту ошибку, не применяйте, не используйте. Ну как, вы можете использовать на улице, наверное, да, но я не думаю, что просто в одном из видео я купил вот это средство и сказал, что мы в одном из видео следующих с вами его протестируем. Но тест закончился вот на этом всем, когда я достал хозяйственное мыло, смешал вот с этим вот дегтем, ливанул сюда, как это положено, по инструкции вот здесь вот написано. Ну вот такая вот картина произошла. Как я не пытался это все дело размешать, он вот катушки, вот видите, внутри плавают, вот эти смоленистые, и всплывают наверх. То есть все. И вот такой вот обод по поверхности и ведра, и вот этого вот стакана, с которым я поливал. То есть, в общем, не очень хорошая картина, поэтому ошибки мои не повторяйте, не применяйте вот это вот средство на своих орхидеях, а применяйте вот это вот дегтярное мыло. Вот и все. Все, друзья, вот, собственно, об этом я и хотел вам рассказать, что делая хотя бы через полив, периодически дегтярное мыло добавляя в воду для полива орхидей, можно навсегда избавиться от всякого рода жителей, горшочных жителей, насекомых. И все, проблем у вас не будет. Потому что деготь, он очень-очень не переносится насекомыми. Ну, а вообще, чтобы, конечно, насекомые там не заводились, просто чаще пересаживайте, меняйте грунт и регулируйте полив, если у вас очень сильно органический грунт внутри горшка. Ну, корни, смотрите, как зазеленели. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.
какая вонь от этого дегтя. Уф.